Привет! Сегодня мы совершим краткую прогулку по крепости Ананури, что находится по горной дороге из Тбилиси в сторону Владикавказа. На трассе, более известной как Мцхета-Степансминда-Ларс, грузино-российской границы, иначе военно-грузинская дорога. Приятной прогулки! Это старая, наверное, дорога, да? Ну а мы начнем. Крепость Ананури располагается в 70 километрах от Тбилиси на слиянии двух рек Арагви и Видзатхеви. Это одна из главных достопримечательностей страны, включенных в заявку на внесение в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Крепость считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников ранней феодальной эпохи Грузии. Туристы, въезжающие в Грузию по военно-грузинской дороге, не могут не заметить это величественное сооружение. Ананури как бы является визитной карточкой страны, показывая приезжим красоту и богатую историю Грузии. Считается, что крепость Ананури основана в XVI веке. В течение двух следующих веков она была важным защитным сооружением для населения Закавказья. В то время правителями этих земель были аракские эриставы, представители 5 грузинских княжеских родов, резиденцией которых был Душети, небольшой город в ущелье реки Видзатхеви. Для защиты Душети была построена башня, а немного позже – крепость Ананури. О жителях, населявших крепость и город в те времена, мало что известно. В исторических источниках есть упоминания только с 1720 года. Согласно им, эриставы часто враждовали друг с другом, и крепость защищала мирных жителей при набегах. Известно, что крепость Ананури выполняла свою защитную функцию и в начале XIX века, когда Грузия присоединилась к России. Здесь располагался русский гарнизон, который охранял военно-грузинскую дорогу, соединяющую два государства. После того, как русские войска покинули крепость, сооружение пришло в упадок. Пожалуй, самым известным посетителем Ананури стал знаменитый поэт Пушкин. Согласно архивным данным, он посетил крепость в 1829 году. Особо примечательно то, что поэт пришел к форпосту пешком из соседнего поселка Пасанаури, который располагается в 45 километрах от Душети. Сегодня крепость Ананури открыта для всех желающих. Вход на территорию бесплатный. Недалеко от форпоста находится Женвальское водохранилище, построенное еще в эпоху СССР, на которое открывается потрясающий вид с крепостных стен Ананури. Архитектура крепости традиционна. Из сооружений, построенных внутри крепостных стен, наиболее примечательны 3 храма, а также несколько башен. Одна из крупных башен считается самой ранней постройкой в крепости. В квадратной башне можно подняться наверх, для этого предусмотрены лестницы между этажами. Особого внимания заслуживает Успенский храм, построенный в 1689 году. Хотя его архитектура считается классической для грузинского храмового зодчества, Успенский храм уникален тем, что является одним из первых религиозных сооружений на территории страны. Стены церкви украшены крестами и виноградными лозами, что не характерно для построенных в последующие века сооружений. Внутреннее убранство Успенского храма сохранилось частично. Историки пришли к выводу, что алтарные росписи принадлежат кисти местного художника. Предлагаю в скором времени просто зайти в этот храм и насладиться атмосферой. С западной стороны от Успенского храма располагается храм Девы Марии или Спасский храм. Годы его создания неизвестны, считается, что он древнее Успенского храма. Внутри можно увидеть надгробие одного из аракских эриставов, Кфтаеба. Третья церковь, Мкурнали, находится на территории Нижнего укрепления. Ее строительство относят к XVI-XVIII векам. Храм имеет один неф и колокольню. Но давайте зайдем внутрь собора. Успенский собор в Ананури, или же храм Богородицы в Ананури, большой каменный храм, который был построен при последних независимых аракских эриставах, и, как считается, в нем же они вскоре и погибли. Храм необычен своим архитектурным стилем, это что-то вроде раннего грузинского стиля, попытка копировать памятники Золотого века. Историк Василий Пота некогда написал: Ананур, после Мцхетского собора, принадлежит к интереснейшим памятникам грузинской древности. С его руинами связано воспоминание о таком кровавом событии,
которое было редкостью даже в те времена полнейшего варварства. Этот храм – самая поздняя постройка на территории замка. Год его основания известен совершенно точно. 1689 год. Факт постройки такого большого храма в те годы должен вызывать удивление. Христианская культура примерно с 1633 года шла к упадку, хотя и предпринимались попытки по ее оживлению. Аракские эриставы уже почти никому не подчинялись и сами сменялись часто. Эристав Ясон был задушен в 1687 году по приказу царя за неповиновение. Эриставом стал Георгий, живший на стыке 17 и 18 веков, которого тоже пришлось подчинять силой, для чего в 1688 году царь Георгий XI пошел на него войной и жег город Душети. И все эти годы, когда умирал Ясон, горел Душети и сменялись эриставы, в Анануре же строили этот вот храм. На внешней южной стене храма есть большая надпись, в которой говорится: «Приложил руку к построению могилы своей в этом Анануре, церкви Богородицы, сын аракского эристава, Мдиванбек Бардзим, и поставил меня, Бакаултухуцеса, Кайхасро Баксарашвили, саркаром сего монастыря». Строители оставили кое-где на камне технические отметки буквами. Из них 7 меток грузинские, 3 армянские. Из чего следует, что армяне приложили к его сооружению какое-то усилие. Это неудивительно, армяне в то время в селе Ананури имелись. В 1737 году армия Ксанского эристава при поддержке Лезгин взяла штурмом крепость и перебила всю семью эристава Аракского. По этому поводу историк в Ахуште Багратионе написал: «Георгий Эристав построил на высокой скале церковь большую, с куполом, и окружил ее каменной оградой. Он думал найти в ней твердыню, недоступную для врагов, но сделал ее на беду себе местом убиения себя и детей, и сродников». Штурм 1739 года стал единственным случаем, когда мусульмане прорывались в замок и храм. Именно в это время они, по мусульманскому обычаю, искололи кинжалами глаза святых на фресках. Эти повреждения можно видеть еще сейчас. В 1771 году балтийский немец из Риги Иоганн Гильденштедт писал, что в Анануре есть большая церковь из кирпичей, снаружи она облицована плитами из песчаника с значительным куполом. Здание длиною в 28 шагов и шириною в 23 шага. В церкви на одной из стен имеется длинная грузинская надпись. В настоящее состояние место приведено в ходе реставрации 1939 года. Сейчас храм – совершенно классический крестово-купольный храм с 2 опорными колоннами. Необычно то, что он сложен из камня, а не из кирпича. Это, наверное, единственный храм Грузии XVII века, построенный таким образом. Вся страна давно перешла на кирпич, и только эти строители решили строить так, как в древности. Это же касается и каменной резьбы. Ее часто описывают в путеводителях как что-то выдающееся, упуская из виду, что таких вещей не делали уже лет 300. Грузинская каменная резьба вымерла где-то в монгольскую эпоху, но здесь решили воспроизвести и резные виноградные листья, и гроздья. Если будете здесь, то посмотрите, например, на портал храма. Это совершенно персидская по форме арка, но ее украсили орнаментами в стиле XII века. Даже виноградные гроздья сделали. Итак, как добраться до крепости, этого чудо-места? Крепость Ананури можно посетить в составе экскурсионной группы или самостоятельно. Из Тбилиси до нее можно добраться на машине или на автобусе. Если ехать из столицы Грузии на автомобиле, то нужно ехать сперва в сторону Мцхеты по трассе Е60, затем свернуть на дорогу С3 и двигаться по ней в направлении Женвали. Поездка займет около 1,5 часов. Также можно доехать до Ананури на маршрутках, следующих в Пасанаури, Гудаури или Степансминду. Маршрутные такси отправляются от автовокзала, который находится на рынке возле одноименной станции столичного метро. Купить билеты можно в кассах автовокзала, либо напрямую расплатиться с водителем. Ну а это была краткая прогулка по крепости Ананури. Все комментарии и лайки под видео. Пишите и ставьте оценки.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал. Давайте гулять вместе. На канале уже полно выпусков про Беларусь, Россию, Грузию, Турцию. Посмотрите их на этом канале. А мы увидимся вскоре. Удачи!